Здравствуйте, дорогие зрители, добро пожаловать на мой канал. Сегодня покажу 3 способа растопить шоколад. В дальнейшем я просто буду оставлять ссылку на это видео, чтобы у вас не появлялись трудности. Чаще всего я растапливаю шоколад в микроволновке. Для этих целей лучше всего использовать пластиковую посуду. Растапливать желательно на средней мощности короткими сессиями по 20-30 секунд. Каждый раз доставая емкость с шоколадом и перемешивая. Для равномерного прогрева шоколада перемешивать нужно обязательно после каждой сессии. Неважно, растопился шоколад или нет. Перемешали и снова ставим в микроволновку прогреваться. Если топите на высокой мощности, то импульсы должны быть по 10-15 секунд. Лучше выбирать шоколад со средней текучестью. На упаковке это обозначается 3 каплями. Такой шоколад наиболее универсальный, и он подойдет как для рецептов, так и для темперирования. Очень важно, чтобы все миски, поверхности, лопатки и формочки были сухими. Это правило работы с шоколадом нужно соблюдать всегда. Для различных видов шоколада температуры плавления отличаются и часто указываются производителями на упаковках. Но если на упаковке такой информации нет, то можно воспользоваться средними температурами, которые вы видите на экране. Для измерения температуры шоколада удобнее всего пользоваться пирометром. Если у вас нет микроволновки или вам нужно растопить большое количество шоколада, то можно его растопить на паровой бане. На мой взгляд, это не самый лучший вариант, поскольку высок риск попадания воды. Но при аккуратном использовании это вполне приемлемый способ. Важно, чтобы дно емкости, в которой находится шоколад, не касалось кипящей воды. Непрерывно помешивая, растапливаем большую часть шоколада. Затем снимаем миску с бани и продолжаем перемешивать, пока не разойдутся оставшиеся кусочки. И, наконец-то, самый простой и безопасный способ. Для него не понадобится ни микроволновка, ни плита. При таком способе шоколад никогда не перегреется и не свернется. Такой способ идеально подходит для тех случаев, когда вам нужно растопить небольшое количество шоколада. Просто перекладываем шоколад в кондитерский мешок, завязываем и опускаем в горячую воду на несколько минут, до тех пор, пока не растопятся все калеты шоколада. Горячую воду я обычно набираю просто из-под крана. Температура приблизительно 60 градусов. Следите, чтобы хвостик кондитерского мешка не ушел под воду, иначе вода испортит шоколад. И если калеты крупноваты, то их для такого способа лучше предварительно немного измельчить, чтобы шоколад быстрее растопился. Разминаем кондитерский мешок руками, чтобы убедиться, что весь шоколад растоплен. И насухо вытираем полотенцем, чтобы на нем не осталось ни капли воды. А теперь срезаем краешек и используем шоколад по назначению. Выбирайте наиболее удобный для себя способ, и если остались вопросы, задавайте их в комментариях. А сегодня на этом все. До встречи в новом видео.